Все-таки нехватка кислорода на высоте сказывается на здоровье пилота. Серьезная авиационная школа, Игнатия Aviation. Вот, короче, итальянский брат Борьки. Аварийно сели, уже был готов садиться на поле. Мы долетели до Греции, нас там хорошо встретили, приземлились, далее взяли машину в аренду. И поехали в город около 200 километров от аэропорта Кавала, Аранополис. Там отдохнули несколько дней, взяли катер в аренду. Кстати, очень-очень крутое занятие. Доброе утро всем. Несмотря на то, что мы пилоты, нас тянет и в воду тоже. Сегодня мы берем катер и планируем кататься по ближайшим островам вокруг Арнополиса. Доплыли до первого острова. Тут вот такой вот дикий пляж. Кинули якорь. Мы покатались по островам, покупались. Прям с лодки купаясь. Это такой как лухари лайф. Все-таки нехватка кислорода на высоте сказывается на здоровье пилота. Никита, мягко говоря, из-за этого. И вот решил напоследок попробовать себя На доске. на доске. Едем по острову. Тут вот разные. Вот тут яхта подплывает. Далее мы вообще планировали улететь во вторник, но как-то устали отдыхать и вернулись обратно в воскресенье. Кто рано встает, тот, короче, едет, наверное, летать. Или у него какие-то дела. Ну и застает рассвет. Невероятно красиво. Прям очень. Приехали в аэропорт Кавала. Здесь, кстати, в аэропорту Кавалы базируется серьезная авиационная школа, Игнатия Aviation. Вот у них тут много стоит Даймондов 42-х и маленькая Бубуруза там стоит. Взяли самолет и полетели знакомиться с людьми, которые держат местные аэроклубы. Один местный аэроклуб назывался Neos Geos Колчико. Первая наша локация, куда мы полетели, была туда. Мы долетели до аэродрома Neos Geos. Вот тут вот аэроклуб. Сейчас нас заправят. Аэродром был основан порядка 25 лет назад. Был основан людьми, которые, так же как и мы, больны авиацией и очень сильно любят это. Содержался этот аэроклуб тоже на средства членов аэроклуба.
Вот, короче, итальянский брат Борьки. Савана. Тут, короче, такой вот небольшой аэроклуб. У них всего 10 членов аэроклуба, несколько самолетов. Но он уже много лет существует. Заправились, пообщались с ними, они нам показали, какой у них крутой оборудованный ангар. Кстати, там вы видели такой же самолет, только старых годов и итальянской сборки, самолет Савана. Честно сказать, может быть, они сделали большой апгрейд с тех времен, но Борька выглядел гораздо бодрее и интереснее по сравнению с тем самолетом. Приятно видеть людей, которые любят свое дело и пытаются это развивать всеми силами. Человек, который больше всего развивал тот аэроклуб, так как нам сказали, недавно погиб. И самолеты, которые у них там находились, принадлежали ему. Сейчас они никому не принадлежат. После того, как мы заправились, мы полетели обратно в аэропорт Кавалы, прошли контроль, границу и полетели на Бухарест. Опять же, летим, все четко, в порядке, нету, то есть ничего не предвещало беды. Но я был уже на стреме, то есть у меня горы и облака — это отдельная фобия теперь на таких самолетах. Летим, ветер у нас встречный, топливо, конечно же, расходуется больше и скорость меньше. И уже почти пролетели всю местность с высокими горами. И тут у меня на борту загорается сигнализатор. У меня есть сигнализатор, который показывает, что топливо на борту осталось 20 минут. У меня загорается сигнализатор. Я, конечно же, в шоке. Я помню, что я заправился полные баки на 5 часов топлива железно. Но, конечно же, бывает такое, что может быть где-то протечка. Сразу я рассмотрел разные варианты. Может быть, это проблема с системой сигнализатора, может быть, это проблема с тем, что топливо где-то вытекает. Я, конечно же, начал советоваться со своим другом. Мы попытались перезапустить систему, и было принято решение. Я очень настаивал на это решение, чтобы мы аварийно сели и проверили наш самолет и количество топлива на борту. Я выхожу на частоту Sofia Information и говорю, что вот у нас, к сожалению, есть проблема с оборудованием на борту. Они говорят, вы дотянете до Пловдива. Я быстро посмотрел, сколько мне лететь до Пловдива. И пока я смотрел, сколько лететь до Пловдива, а мне, в принципе, оставалось 20 минут, я говорю нет. Уже был готов садиться на поле, честно. И мне, на самом деле, не было жутко страшно, потому что этот самолет достаточно практичный для того, чтобы садиться на любые поверхности, и там у нас локация позволяла. И вдруг мне диспетчер говорит,
Под вами, около 10 миль, есть заброшенный аэродром. Дал мне координаты, говорит, садитесь туда. Мы садимся, то есть там просто бетонная полоса, возможно, еще советских времен. Вдалеке стоят несколько Ан-2, и мы пролетели на нашем самокате. Короче, сейчас дозаправимся еще в Болгарии, полетим, пройдем таможню в Горне и полетим прямо на Кишинев. В Бухарест лететь не будем. У нас на самом деле не было никакой аварийной ситуации, просто тут есть крышечка на баке, она развернулась против воздуха и не было давления в баке, поэтому показывало, что в одном баке нету топлива. Проблема была в том, что те, кто смотрели предыдущие выпуски, на крышках бака есть такие носики, которые направлены в сторону встречного потока. Они создают давление в баке. Один носик развернулся, и, соответственно, в одном из баков не было давления. Поэтому топливо из одного, в котором было давление, вышло, и в другом был полный бак топлива. И, конечно же, резервный резервуар сигнализировал о том, что мы питаемся топливом с него. Мы сели, дозаправились, нас заправили с таких железных леек. Потом нас отправили в интернациональный аэропорт Горна. Аэропорт Горна находится, наверное, в 30 минутах от границы с Румынией. Этот аэродром, аэропорт, куда мы сели, в Горне, он был захвачен немцами когда-то давно и использовался под военные нужды. Потом его перевели под гражданский, но он со времен Советского Союза не восстанавливал. То есть реально back to USSR. Мы прилетели. Несмотря на то, что аэропорт старый, они не упустили возможность содрать с нас как можно больше денег. Мы заплатили там 87 евро за посадку и все процедуры. Просто посадка и процедуры. И опять же, бензина у них тоже не было. Мы думали, что мы там дозаправимся и полетим дальше на Бухарест. Вообще заброшенный какой-то аэродром, использованный для агроавиации. Проверили самолеты, сейчас прилетели в аэропорт интернациональный Горно, чтобы пройти таможню. Прошли там весь контроль и вылетели, летим на Бухарест. Уже думали, что в тот же день долетим и до Кишинева. Летим. И уже румынские диспетчера говорят, что меня извинила Краева. Или почему я не долетел до Бухареста. Сегодня прям конкретно везет. В Бухаресте гроза, гром, дождь. Что вы будете делать? Опять же, пришлось принять правильное решение. И ближайший аэропорт был порядка в 40 минутах лету от нас. И мы решили, что мы направимся в аэропорт Краевы. Долетели до Краевы, нас очень дружелюбно встретили друзья с румынского аэроклуба. Блин, шеф, ворот. Это румынские самолеты. Привезли нас на какой-то авиа-воркшоп, завод. Тут ремонтируют большие самолеты и должны будут заправить нас. Еще там вдалеке какие-то старые военные стоят. Ну и после той ситуации в Болгарии, что крышка, то есть носик на крышке разворачивался, я решил их проверить тщательно еще раз. Снял обе крышки,
пошел в ангар, где ремонтировали Боинг. И попросил их, можно гаечный ключ, я потяну чуть-чуть носик. Да, типа, дружище, не проблема. Берет он в руки крышку, начинает подтягивать. И я говорю, давай, сильнее, сильнее, сильнее. Хотел, чтобы этот носик не вращался больше никогда. И на одной крышке получилось затянуть, а на второй просто сломалась резьба. Да, это еще одно приключение, еще один челлендж. Собралась компания людей, которая начала думать о том, как решить вопрос братьям молдаванам, чтобы они вернулись в Кишинев. Нашли с аптечки автомобиля трубку, которая используется в капельницах, порезали ее, засунули в крышку с баком, далее засиликонили и заклеили армированным скотчем, и мы полетели дальше. Долетели до Кишинева, все в порядке, все отлично. Это было крутое приключение, которое я запомню на всю жизнь. Я сделал для себя вывод, что над горами на таком самолете лучше не летать, а если летать, то всегда нужно иметь какие-то площадки или аэродромы про запас, чтобы приземлиться безопасно в случае какой-то ситуации. Ну а также этому самолету не хватает скорости. Мы летели, общее время полета с Кишинева до Греции заняло 5 часов 40 минут, обратно общее время полета 6 часов 20 минут. Это не последний мой полет интернационально на этом самолете, но я буду планировать свои маршруты, чтобы каждый отрезок полета был не больше 3 часов. Надеюсь, вам понравилось.